Всем привет! Рад вас видеть на своем канале. Как вы уже поняли по названию видео, я хочу рассказать, за что я полюбил Microsoft и почему считаю, что приставка Xbox Series S и X лучше, чем ее прямой конкурент PlayStation 5. Расскажу, почему я считаю, что Xbox Series намного перспективнее и почему я считаю народной приставкой. Да, именно народной для большинства игроков. Уже на протяжении многих лет эти две приставки конкурируют между собой. За долгое время у приставок Xbox и PlayStation образовалась своя аудитория, так сказать, своя фанатская база. И каждый пользователь той или иной приставки любит свою консоль за определенные качества. Но у PlayStation в кармане всегда был свой козырь, который помогал этой консоли на протяжении долгого времени оставаться первой по сравнению с консолями от Microsoft. Как мы все знаем, этим самым козырем всегда были эксклюзивные игры, которые выходили только на PlayStation. Но разговор сейчас не об этом, а о том, почему же я считаю, что Xbox Series станет более продаваемой и востребованной приставкой в ближайшее время. Первое. Ценовая политика. Начну с того, что PlayStation 5, начиная с апреля 2021 года, подорожает на 3000 рублей. Версия с дисководом теперь будет стоить 50 тысяч, а версия без дисковода будет стоить 41 тысячу рублей. Мало того, что эту приставку вообще не достать сейчас в магазинах, так еще и цена на нее возрастет из-за поднятия курса. В то время как Microsoft официально подтвердила, что цены на их Next Gen консоли Xbox Series S и X останутся прежними. Их больше всего волнует, как бы обеспечить игровую аудиторию своими приставками и избежать дефицита, а не как придумать причину для повышения цены на свой продукт, которого и так нет в магазинах. Второе. Microsoft купила Bethesda. Самая крупная сделка 2021 года. Bethesda – источник отличных и интересных игр, который подарил нам такие замечательные серии проектов, как The Elder Scrolls, Fallout, Doom, Wolfenstein, The Evil Within и так далее. Теперь эта компания полностью принадлежит Microsoft, и теперь надо учитывать тот факт, что в большинстве случаев все будущие проекты Bethesda будут выходить на Xbox и компьютеров, а это огромный плюс в копилку Microsoft. Третье. Подписка Xbox Game Pass с большой библиотекой видеоигр. Это еще одно просто огромное преимущество этой приставки. У PlayStation 5 есть PS Plus, а у Xbox Series есть Xbox Game Pass. Скажу вкратце, кто бы что ни говорил, а у подписки Xbox Game Pass есть большое преимущество. Если начинать с того, что нам представляют больше 100 годных игр на протяжении года, изначально купив подписку в пределах 7000 рублей. Буквально каждый месяц эта библиотека пополняется новыми проектами. На протяжении всего года можно проходить отличные игры, не покупая их по отдельности, а это большая экономия, и на это способна только Microsoft. А также эта подписка богата различными предложениями, акциями и различными привлекательными скидками. Четвертое. Xbox Series S. Производительная приставка для будущих игр за 28 тысяч рублей. За 28 тысяч рублей мы можем купить достаточно производительную современную стильную консоль. За 28 тысяч рублей мы получаем приставку с раскладом на будущее, а именно все новинки игр, которые будут выходить в ближайшие 5 лет. Будут выходить и на эту консоль. До 30 тысяч рублей невозможно собрать игровой компьютер, а PlayStation 5 даже без дисковода обойдется на 12 тысяч рублей дороже той же Xbox Series S. Но есть один минус, и он заключается именно в том, что играть можно будет только в разрешении 1080p, а для комфортной игры в 4К понадобится уже консоль Xbox Series X, которая стоит 44 тысячи рублей. Но это все равно дешевле той же PlayStation 5 с дисководом, который будет на 6 тысяч рублей дороже. И только за эти 4 причины я полюбил Microsoft и готов выбрать именно их приставку. Видно, что с каждым разом эта компания пытается сделать свою продукцию более доступнее и экономичнее для обычного пользователя. Когда я наблюдаю другую картину со стороны Sony, которая пользуется различными маркетинговыми уловками, я надеюсь, что в будущем Microsoft пойдет тем же путем. Ну а что думаете вы? Напишите в комментариях, будет очень интересно. А также, если понравился данный ролик, то не забываем подписываться на канал, если вы этого еще не сделали, а также ставим свой драгоценнейший лайк. Вам не сложно, а мне это будет очень приятно. Всего вам хорошего и пока.